Связующий, как я уже неоднократно говорил, пожалуй, ключевой игрок на волейбольной площадке. Безусловно, каждый игрок на площадке влияет на результат, но важность связующего просто невозможно переоценить. Ярким тому подтверждением является аргентинец Лучано де Чека. Этот волшебник может преобразить абсолютно любую команду, за которую он бы не выступал. Про этого элитарного связующего и хотелось бы поговорить в рамках вашей любимой рубрики «Играй как про». Здесь мы обсудим не только интересные биографические факты, но и детально разберем игровой стиль де Чека. И перед тем, как мы перейдем к просмотру, я попрошу вас поставить лайк и подписаться на канал, потому что мне пришлось попотеть над этим выпуском. Но теперь, как обычно, не будем больше тянуть, поехали! Лучано родился 2 июня 1988 года в Аргентине в городе Санта-Фе. Мама у него занималась волейболом, а отец баскетболом, так что спортивная составляющая просто витала в воздухе. Он начал заниматься спортом в возрасте 4 лет в мультиспортивной школе. Там вы просто оплачиваете абонемент и ходите на любые спортивные занятия, которые не выпадают на ваше учебное время. Поэтому Лучано занимался всевозможными видами спорта по 7 часов в день вплоть до 12 лет. Изначально во время учебы он больше уделял внимание баскетболу и плаванию, а летом он практиковал пляжный волейбол. И если вдруг волейбольные и баскетбольные тренировки выпадали на одно время, то он непременно отдавал предпочтение баскетболу. Лучано обожал все виды спорта, что непосредственно связаны с руками, поэтому футбол не входил в число любимых дисциплин, несмотря на то, что он иногда в него играл. Да и то, если его приглашали принять участие в матче, то он непременно занимал вратарскую позицию. Де Чека с детства мечтал стать баскетболистом НБА. Он был безумно вдохновлен выступлениями американской Dream Team на Олимпийских играх в Барселоне в 1992 году. Он был под огромным впечатлением от первого трепита Чикаго Буллс, и он мечтал оказаться на месте этих и других великих игроков. А его кумиром, как бы это ни было странно, был Шакил О'Нил. Баскетбольную атмосферу в семье задавал отец Лучано Рикардо, который до сих пор является баскетбольным тренером в Аргентине. В 14 лет по окончанию школы аргентинцу необходимо было сделать осознанный выбор, чем он планирует дальше заниматься, и он четко заявил, что баскетбол будет его основной деятельностью. В свое время перед таким же выбором вставали Майка Кристенсен и Лукас Садкамп. Про это я уже говорил в отдельных видео про данных игроков. Если вы еще не смотрели, то обязательно это сделайте. Де Чека несколько месяцев достаточно успешно играл в баскетбол и подавал отличные надежды в этом виде спорта. И кто бы мог подумать, что карьера Лучано как баскетболиста закончится из-за масштабного наводнения в Санта-Фе в 2003 году. После этого ему пришлось переехать, но решить все бюрократические вопросы не удалось, так что и продолжить успешно играть в баскетбол у Де Чека не получилось. Единственным адекватным вариантом связать свою жизнь со спортом стал волейбол. И чтобы начать свою профессиональную карьеру, ему необходимо было отправиться в Боливар, клуб, что базировался в 900 километрах от его дома и где собирали лучших молодых талантов со всех уголков Аргентины. Сам Лучано прекрасно понимал, что это может стать последней большой возможностью и не сомневался в принятии решения, но было крайне тяжело сообщить об этом маме, поэтому она вместе со своим сыном отправилась в эту поездку, чтобы убедиться, что у ее мальчика все будет хорошо. Почему Де Чека выбрал амплуа связующего? Быть связующим – самая сложная роль на волейбольной площадке, но при этом самая приятная, потому что связующий больше всех взаимодействует с мячом. Это позиция, которая постоянно требует анализа, просчета огромного количества переменных, потому что даже один и тот же нападающий может чувствовать себя по-разному на любом отрезке сета. По-разному может вести себя и твой соперник, и все это и многое другое за доли секунды должен проанализировать связующий, а после не только выбрать идеальное решение, но и исполнить идеальную передачу. Колоссальная ответственность, которая и привлекла Де Чека в этом амплуа. И самое удивительное, что аргентинец не любит опираться на предматчевый анализ, да и вообще не особо следит за игрой соперника. Ему куда важнее организовать максимально комфортные условия для своих партнеров. При этом ему очень важно получать обратную связь. И если игрок не забил свою атаку, то он обязан рассказать, что было не так. И ответы, что все было хорошо, не устраивают связующего. Ему важно знать, что он может сделать лучше, чтобы понести своей команде победу в решающее мгновение. На тренировках он уделяет большое внимание работе ног и рефлексам. Баскетбол, в свою очередь, помог развить ему игру одной рукой, так что для него подобные передачи уже обыденность. До недавних пор Де Чека был фанатично увлечен волейболом. Он пересматривал все собственные матчи либо сразу после приезда домой, либо на следующее утро, из-за чего он пожертвовал своей личной жизнью, что не могло не привести к определенным проблемам, о которых мы поговорим чуть позже.
Если кто не знал, то в 2009 году Дычека оказался в России, где один сезон он провел за калининградский «Динамо Янтарь», и это стало для него отправной точкой во взрослый спорт, потому что там ему пришлось столкнуться со многими трудностями, частые длительные переезды и холод. И для него это стало серьезной проверкой и укреплением характера. Да, не все прошло идеально, но сам связующий считает это очень важным опытом в своей карьере. И что самое удивительное, в этом сезоне, во время конкурсов матча звезд Российской Суперлиги, Лучано выиграл конкурс на самую сильную подачу, опередив по этому показателю Клейтона Стэнли, что повергло в шок аргентинца. Кстати, друзья, вы можете забрать подарок от нашего партнера по ссылке в описании. Наслаждайся игрой, остальное за Винлайн. Для Дычека защита чести сборной на международной арене всегда была приоритетом в спорте, и чтобы получать место в составе и преуспевать на площадке, связующему приходилось многим жертвовать. На первых этапах своей карьеры он отказывался от более выгодных контрактов, если понимал, что в этом клубе он может оказаться на скамейке и потерять игровую практику. Во взрослой сборной Аргентины он находится с 2006 года, и кто бы ни был до и после него, ни один связующий не смог задержаться так долго под знаменами национальной команды. Ведь с учетом юношеских и молодежных команд, Лучано играет за Аргентину уже больше 20 лет. Безумная стабильность. Из-за такой стабильности в 2024 году Дычека был достоин стать знаменосцем своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Он стал первым волейболистом в своей стране, кто заслужил такую привилегию. Чтобы быть в лучшей форме, он ограничивал свой отпуск, очень мало путешествовал, чтобы лучше подготовиться к турнирам, чтобы его страна могла им гордиться. Даже несмотря на то, что с финансовой точки зрения это было не очень выгодно. Последние годы, чтобы находиться в более комфортных условиях, Дычека сам доплачивает за этот комфорт во время перелетов и проживания. Пиком его карьеры в национальной сборной стала бронзовая медаль Олимпийских игр в Токио, но это же и стало концом его психологической и эмоциональной стабильности. Из-за жесткого спортивного режима у Лучано начались огромные проблемы с психологическим здоровьем. Ему ежедневно стали сниться кошмары, где его постоянно съедали крокодилы, а после он просыпался в холодном поту. И если первое время он не придавал этому значения, то затем он просто боялся заснуть. Так что либо он спал пару часов после рассвета, либо не спал вообще. Связующего посещали мысли о суициде, и он даже купил себе таблетки на этот случай. И он хранит их по сей день, как понимание того, что больше он к этим дням никогда не вернется. Да, Лучано дали препараты для борьбы с этой проблемой, но они входят в список запрещенных препаратов для спортсменов, так что он был вынужден от них отказаться. Конечно, был вариант на несколько месяцев приостановить свою игровую деятельность и успешно справиться с проблемой, но он не хотел подводить свою команду. Да и чтобы вы понимали, практически никто не знал про недуг связующего, даже родные и близкие люди. И чтобы хоть как-то смягчить страдания, Дычека засыпал в обнимку со своей любимой собакой. Благо, несмотря на то, что помощь психологов не давала никакого результата, благодаря своему аналитическому складу ума, Лучано все же нашел решение этой проблемы. Он просто стал больше уделять внимание своей личной жизни, гулять, больше общаться с людьми, путешествовать и все в этом роде. Так что, как бы вы фанатично не любили свое любимое дело, все равно иногда необходимо от него отстраниться, чтобы буквально не сойти с ума. Как скоро Лучо планирует завязать с волейболом? Пока он не видит сценария завершения карьеры, когда связующий перестанет приносить пользу своей команде и перестанет приносить команде победы, и сам процесс перестанет приносить ему удовольствие, тогда он будет готов уйти. Может, потом он примет роль и просто хорошего связующего на зарплате, но пока он себя не видит в таком амплуа. На данный момент он не уверен, что останется в волейболе после окончания карьеры, но нужно будет на несколько месяцев отстраниться от спорта и тогда уже принять взвешенное решение. Биография у этого аргентинского маэстро достаточно обширная, так что останавливаться на банальных фактах, которые вы легко можете найти в открытом доступе, не имеет смысла. Давайте перейдем к анализу игры связующего. Поскольку это все-таки развлекательный формат, а не какая-то сухая статистика и аналитика, то и поговорить про навыки Дычека хочется в свободном формате. Хотя, как я уже упоминал ранее, Лучано не очень верит во все эти статистические выкладки и всегда полагается только на себя. Глядя на то, что делает аргентинский связующий, никак не получится сказать, что он не прав. Да и нет какого-то смысла пытаться разбирать и копировать технику Дычека. Если уж Майка Кристенсен, один из самых креативных связующих мира, говорит, что лучше невозможно скопировать. Так что уж тут пытаться это делать нам, простым смертным. Зачастую все, что делает Лучано, сильно отличается от тех вещей, чему учат связующих в спортивной школе. Да, выглядит все это невероятно красиво и непредсказуемо, но за этим стоят тысячи часов тренировок и огромная аналитическая работа. Так что в первую очередь сфокусируйтесь на базовых вещах. А там уж если у вас и получится владеть своим телом, а в особенности руками, то можете пытаться регулярно использовать эти приемчики.
Лучано может пасовать из любого положения, чуть ли не с любой точки площадки, поэтому абсолютно каждый нападающий во время игры обязан быть готов к атаке, откуда бы ни готовилась передача. Некоторых связующих можно прочитать по положению корпуса, но это вообще не про аргентинца, как будто бы он специально позиционирует себя неправильно, чтобы творить свою магию. И если вы увидели какой-то серьезный технический брак в его исполнении, можете где-то сохранить себе этот момент, потому что потом вы его, если и увидите, то совсем не скоро. Неудивительно, что Дычека не любит предматчевые разборы соперника, ведь он и сам может прекрасно контролировать происходящее на стороне оппонента. За доли секунды он может не только оценить ситуацию по эту сторону сетки, но и следить положение своих нападающих и выбрать нужного адресата. Визитной карточкой аргентинца можно считать его взаимодействие с центральными, потому что он готов подключить их к работе в любой ситуации, что порой повергает в шок его оппонентов. Ведь по всем законам жанра пристально следить за центрами тут не имеет никакого смысла. И сюда же можно добавить передачи одной рукой. Да, такой прием имеется у многих элитных связующих, но передачи Дычека обладают особенным контролем, который появился у него за счет многолетней баскетбольной практики, где вы просто обязаны справляться с мячом при помощи одной руки. Нельзя не поговорить про остальные волейбольные навыки аргентинского связующего. Пусть Дычека и не является каким-то супер грозным блокирующим, безумный игровой интеллект при росте свыше 190 см позволяет ему регулярно доставлять неудобства своему сопернику. Это именно тот случай, когда можно сказать, что если бы Лучано был немного повыше и чуть лучше прыгал, он мог бы стать настоящей головной болью для оппонента. Какого-то выраженного стиля разбега на блок у аргентинца нет. Тут, как и с передачи, он может выбрать любой вариант, какой ему придет в голову, вне зависимости от условий. Он может прыгать как и с места, как и использовать полноамплитудный разбег. Чаще всего Дычека старается блокировать по мячу, закрывая шестую зону, слегка делая акцент на диагональное направление. Если пытаться найти у связующего какую-то фишечку, то это сброс рук в линейном направлении. Да, вряд ли тут стоит ожидать большого количества убийственных блоков, но определенное количество смягчений он может своей команде обеспечить. В защите Лучано также достаточно консервативен. Чаще всего он занимает одни и те же позиции, а там уже, если атака идет в его направлении, он пытается что-то с мячом придумать. Изначально связующий даже не ставит перед собой задачи идеально довести мяч до игрока, который будет отдавать передачу. В первую очередь он просто старается сохранить мяч в игре. При выборе позиции тут не очень много вариантов. Почти всегда он находится в первой зоне, ближе к центру площадки. Единственным исключением может являться то, что Лучано обороняется на передней линии. Да, бывают моменты, когда Дычека может оказаться и в пятой зоне, но мы сейчас говорим про самые распространенные вещи. И если защита от атак из первой, второй, третьей и даже шестой зоны в этой позиции выглядит логично, то вот защита от атак по линии в четвертой зоне соперника, честно говоря, удивляет. Да, здесь аргентинец смещается чуть ближе к линии, но это все равно достаточно далеко, если сравнивать с какими-то шаблонными вещами. По большому счету, Дычека не нацелен на противостояние прямым атакам по линии от соперника. Он больше сконцентрирован на обманных ударах, что имеет под собой определенную логику. А закончим разбор этого великолепного мастера на его подаче. Пусть Лучано и выиграл конкурс на самую сильную подачу в 2010 году, сейчас его вряд ли можно назвать супер агрессивным подающим. Но как и в других волейбольных аспектах, аргентинец полагается на свой выдающийся игровой интеллект. Так и в чем же заключается хитрость подач Лучано? Одна из излюбленных стратегий аргентинца – это подача в большое скопление игроков, особенно в тех расстановках, где могут группироваться по 3 человека. Не всегда принимающие могут добиться нужного решения, так что если это и не приносит прямого набранного очка, то в любом случае испортит качество приема, а быть может и затруднит разбег нападающему. С этой целью он подает встать между принимающими 5 и 6 зоны. Тут задачи те же самые. Это либо выбитый прием, либо попытка притормозить атакующего игрока в 4 зоне, что может дать неплохое преимущество для команды Дычека. Нередко связующие любят укорачивать подачу в зоны близким к центральным блокирующим, что также может навести панику у принимающих. Тут и центральный может ошибиться в приеме, а даже если не ошибется, то уже может опоздать на атаку, либо же центральный будет мешать принимать другим игрокам, что также идет на пользу их соперникам.
И не стоит забывать про то, что Лучано любит подтягивать принимающих ближе к сетке, чтобы потом исполнить подачу под заднюю линию и застать соперника врасплох. Также он может двигать принимающего первой зоны ближе к центру, что и тут идет на руку Дечека, потому что он до последнего следит за расстановкой в приеме и готов принять решение в самый последний момент. А вот и подошел к концу разбор аргентинского связующего Лучано Дечеко. Я очень надеюсь, что он вам понравился. Как всегда, я испытал огромное удовольствие, изучая тонкости биографии и игрового стиля героя этой рубрики. Надеюсь, удалось передать эти эмоции и вам. Также не забудьте написать, кого бы вы хотели увидеть в новых видео этого формата. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.